Здравствуйте! Здравствуйте и процветайте, дорогие человеки Земли! На канале Раисы Горяченко «Дача, сад, огород, цветы» новые видео. Хранение моркови и свеколочки очень тонкое дело, и я уже очень много лет испытала это хранение с помощью песка. Песок должен быть, вот меня спрашивают, какой он должен быть. Он должен быть вот такой, с него не должно течь водичка, но он должен быть влажный. Затем я просто как пример взяла ведерочко вот пластиковое. У меня есть специальные пищевые пластиковые тапочки, я в них закладываю. Но для примера просто покажу. Складываю морковь в ведерко или в другую посуду и пересыпаю песочком. И затем следующий слой. Снова же, чтобы они друг к дружке, эти корнеплоды, не соприкасались. То же самое можно сделать со свеклой. Вот, допустим, слой свеклы укладываем. Они не должны просто давить друг на дружку, а вот так вот слаживаю их, сколько вмещается, пересыпаю вот таким образом. Песок надо быстро использовать. Я пересеяла чистый речной песок. Должен быть ни в коем случае не соленый. Речной песок очень хорошо хранится. И вот так следующий слой. Ну, у меня отдельно хранятся и морковь, и свекла. И вот таким образом я закладываю на хранение в сухие дни, в дни тельца, козерога, самые мои любимые. И вот так вот потом самый главный момент, вот главное, вот наполнили мы до верха, и вот этот последний слой я накрываю вот так песком, его немножечко прижимаю, абсолютно чуть-чуть, и затем в подвале, храню в подвале, и вот так накрываю газетой. Что дает вот эта газета? Верхний слой не высыхает, и с помощью газеты она не приложена прямо так капитально, чтобы там вот прижата, а просто сверху лежит газетка, и она дает возможность и дышать. В то же время получается, что и не высыхает песок, и дышит корнеплоды через песочек. Песочек структура такая хорошая, что можно дышать. И вот таким образом оно хранится. Надо мне продукция зимой. Пришла, сняла газетку и взяла себе сколько мне нужно корнеплодов. Снова же заровняла вот этот песочек и снова накрыла газеткой. Даже если там какой-то есть просвет, это не страшно. Самое главное, вот так прикрыта газета. Вот такие способы. Этот самый лучший способ. Я уже много лет его испытывала и дальше продолжаю пользоваться. Мне приносит вот этот способ радость, и хранится очень хорошо продукция. Хранится она вот в маленьком ведерочке. У меня осталось немножко на дне моркови, и я забыла ее вынести из подвала. В сентябре месяце я достала это ведерко, вынесла, а там была морковочка. Она чуть-чуть проросла, но она была как свежая, хорошая морковь. Вот таким образом храню я свою морковь, свеклу. Слежу, чтобы в песок не успели кошки употребить. Вот, и закладываю на хранение. Раиса Горяченко желает вам радости, счастья, удачи, мира и добра в ваши дома.